Приветствую вас, уважаемые друзья! Здесь можно получить расклад на будущую неделю на картах Таро. Я буду выкладывать каждый день недели. И таким образом вы сможете получить конкретно советы на каждый день, подсказки высших сил, советы, а также что будет, чего ожидать и чего можно будет избежать на каждый день недели. Начинать мы будем с понедельника. Я буду добавлять карты, но вначале выложу все 7 дней. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Сейчас немножко поправлю, чтобы все поместилось. И еще будет карта на воскресенье, а потом я буду в каждый день недели добавлять дополнительные карты, чтобы получить более подробную характеристику дня недели. И воскресенье. Ну вот, все готово для расклада. Я предлагаю вам устроиться поудобнее. Можно с ежедневником записывать какие-то важные слова. В общем, вы планируете свою неделю, деловой расклад для деловых людей, которые хотят проживать свою самую лучшую жизнь. Прекрасно. Начинаем мы с понедельника. Итак, что в понедельник будет? Самое главное, нужно знать, что вы сможете избежать каких-то препятствий. Это тот день, когда все будет ясно, ясно, чего нельзя делать, ясно то или те люди, которые могут для вас представлять опасность, будет движение, и в движении от разрушительного к созидательному. Еще берем карту. Очень удачный день, и именно движение идет от какого-то разрушительного аспекта к созидательному аспекту. Например, вы уйдете от недоброжелателей. В энергетическом плане, в сравнении с прошлой неделей, у вас будет большой прорыв в деньгах, в финансах. У вас появятся деньги на нужные вам вещи. У вас появится спокойная уверенность, что вы можете деньги заработать сами. И знать, что работает, а что не работает. Вы уйдете от каких-то неправильных привычек и придете к пониманию себя как человека целостного и сильного. Именно в энергетическом плане, в профессиональном плане, в плане финансового потока. Эта карта обещает прекрасную прибыль, и она заряжена оптимизмом. То есть день будет оптимистичный, и вы уйдете от каких-то неприятных событий. Высшие силы вам помогут избежать какие-то неприятные события. Особенно в плане доходов улучшится доход. Устойчивый доход, благополучный. И лучше, чем раньше было, чем в предшествующие периоды, то есть в предшествующую неделю. А также эта карта говорит, что, может быть, денежные инвестиции или же вложения, покупки будут очень успешными. А вы также будете оберегаться высшими силами, вашим собственным сознанием, логическим мышлением от необдуманных каких-то трат и сможете таким образом улучшить свое материальное положение. Это очень хороший день. Вторник. Во вторник у вас может быть разговор с серьезным мужчиной предстоит. Это может быть партнер или отец, или брат. Может быть, на первый взгляд покажется, что человек с вами спорит или что-то доказывает вам. Но в конце концов разговор будет очень конструктивный. У вас будет спокойная уверенность в своих силах, и этот человек перейдет на вашу сторону. Он вам дается, вот этот человек, который будет во вторник, для вашего добра и поможет в чем-то. Давайте будем брать дополнительную карту. Это день, когда вы перейдете на новый уровень понимания себя, и это тандем такой, решительный мужчина
и красавица, женщина с высоким энергетическим потенциалом. Это вы и, может быть, партнер, может, вы встретите партнера или помиритесь с партнером своим. Разберетесь в каких-то делах, и у вас будет точка взаимодействия с кем-то, кто вам очень дорог. Очень хорошо. А этот человек поможет вам тщательно взвесить какие-то за и против, какие-то обстоятельства, которые возникнут во вторник, и принять правильное решение. Очень хороший расклад на вторник. Вы в своей силе, в высокой энергии, в прекрасном самочувствии, под покровительством влиятельного человека, умного, влиятельного. Это может быть босс, который вас заметит, или же, опять же говорю, ваш мужчина. Особенно хороший этот расклад для семейных. Это хороший день для семьи. Строить планы семейные, и они у вас получатся. Высокая возможность договориться. Абсолютно договориться. У вас будет много точек взаимосоприкосновения. А также жезлы. Вот здесь королева жезлов. Это же женщина, которая приходит, как это блистательная идея касательно себя, своего бизнеса, своей внешности. И может быть романтическое знакомство в этот день. Среда. В среду у вас получится избежать каких-то трудностей. Какой-то человек может вас напрягать, захочет внедриться в вашу личную жизнь, помешать вам. Это какой-то недоброжелатель, может быть, давно вы его знаете. И он будет действовать в своих интересах. Какой-то человек захочет действовать в своих интересах и вас использовать. Выходит Верховная Жрица, вы не просто сможете противостоять. Высшие силы вас очень сильно оберегают от всего вам ненужного, лишнего, вредоносного. Вы здесь находитесь в выгодном положении. Тот, который захочет вам навредить, сам попадет в свою же ловушку, а у вас расширяются горизонты, расширяется сфера вашего влияния или на работе, или дома. Это мастерство, вы входите в свое мастерство и входите в свое выгодное положение, а также получаете какую-то моральную поддержку и моральное удовлетворение, которое еще со вторника идет. Любые завистники, они испугаются, потому что они поймут, что высшие силы сейчас их осуждают и посылают им обратку. Любые козни недоброжелателей вами будут легко преодолимы, а любые недоброжелатели попадут в свою же ловушку. Это очень успешный день, когда вы защищаетесь от вредоносных для вас обстоятельств или вредоносных вам людей. Вы входите в свою силу. Ваш энергетический потенциал в среду очень высокий. Небеса благоволят к вам, через Верховную Жрицу посылают вам много благословения. Это духовный рост, личностный рост, самоусовершенствование. Это прекрасное самочувствие, красота внешняя, а также профессиональный рост. Высокая профессиональная позиция. Вы сможете реализовать многие свои планы и особенно сможете найти правильное, миротворческое какое-то решение к тому, что может вас напрягало или мешало вам жить. И это может идти из прошлого. Потому что Верховная Жрица, она справляется со всеми врагами, с ментальными врагами и с физическими врагами. Так что вы справитесь со всеми вашими врагами, и они останутся далеко позади вас. На четверг, а также выходит карта. Первая карта – это карта противостояния с врагами. Вы здесь видите десятка меча, говорит, что, в общем-то, это противостояние, оно практически заканчивается. Потому что 10 – это новый виток вашей жизни, где враги будут вами попираться полностью. Уходить из вашей жизни, просто высшие силы будут спасать вас от любых врагов, внешних или же внутренних. Десятка меча говорит, что уйдут тоже внутренние страхи. Скорее всего, ваши внутренние страхи тоже у некоторых проиграются. И какие-то судьбоносные решения вы далеко и долго не могли
принимать, потому что боялись. Вы запуганы были кем-то. Кто-то манипулировал, кто-то вампирил и запугал вас. И эти судьбоносные решения, которые давно уже должны были вами приниматься, вы откладывали, прокрастинировали. В результате того, опять же, что были запуганы. Может быть, ваш собственный имидж был понижен или в профессии, или в семье, нападками других людей. И это противостояние, которое здесь доходит до пика, оно заканчивается. Потому что повторяю, что 10 – это 1 на 5. Дополнительная карта. Четверг – день нелегкий, прямо скажем, нелегкий. Но в судьбоносном плане очень важный, поскольку сердце – это очень судьбоносная карта. Эта боль сердечная, которую вы испытываете в четверг, она может быть уже давняя, даже десятилетиями идет эта боль. Может быть, вы встретите человека, который вам доставил много неприятностей, много боли, и все это всплывет в вашей памяти. Может быть, ревность какая-то, может быть, обида, боль сердечная. Может быть, разногласия с близкими. И какой-то накал страстей я здесь вижу. Четверг – накал страстей. Не принимайте никаких скоропостижных решений. Не слушайте никаких людей, потому что в четверг могут ополчиться злые силы. Те силы, которые будут с вами в противоборстве и которые попробуют вам помешать на вашем жизненном пути. Не бойтесь, это предупрежден, значит вооружен. И если какая-то потусторонняя сила, даже темная колдовская сила, захочет вам помешать, но Творец дает обратку. Это первое. И кто-то, может быть, который давно уже пробовал вам помешать на вашем жизненном пути, теперь проявит себя. В четверг этот человек себя проявит телефонным звонком, взглядом, разговором. Как-то себя проявит, и вы будете знать, что это ваш враг, которого нужно избегать. В каком плане? Его нельзя бояться, просто не нужно взаимодействовать с вражескими силами. Это может быть в вашей профессиональной деятельности, так и в семье. Может быть какой-то родственник, который просто ненормальный, психически нездоровый человек, или же коллега. И зная это все, вы сможете концентрироваться на себе, на своей личности, заниматься собой больше, чем другими, не идти на поводу у других, не одалживать деньги в этот день, не делать много услуг другим людям, потому что эти люди могут просто вами пользоваться, им не нужна ваша услуга, они просто хотят вас отвести от вашего собственного пути жизненного, где вы идете по пути к успеху, к талантам. И я вижу, что вы идете по этому пути, и кто-то будет пытаться вас в четверг остановить. Не бойтесь, не останавливайтесь. Знаете, что это проделки темных сил. Темные силы очень слабые силы. Все негативные силы очень слабые. Они боятся огня, можно свечу зажечь, а также боятся людей, которые бесстрашные. Вот и все. И вас пугают, потому что хотят на вас ментально повлиять. На самом деле это нереальные враги. Это те, которые метушатся вокруг вас, пробуют свои такие личные планы осуществить за счет других. Это силы очень слабые, их легко победить. Так что не бойтесь их, не прогибайтесь под них, не давайте себя использовать. Идите своей дорогой. Четверг особо требует от вас внимания к себе, максимальное внимание к себе, максимальное внимание на свой путь, максимальное внимание на то, чего вы хотите, и не сворачивайте ни в коем случае никуда, чтобы кому-то угодить. И если вы никогда, особенно в четверг, не будете сворачивать на чужой путь, пытаясь кому-то угодить, вы очень быстро сможете найти свою удачу и заставите своих врагов роптать и волноваться за свою судьбу, потому что они знают, что вы увидели их зло, их коварство, и они знают, что за их зло бывает обратка. Вы заставите роптать всех ваших врагов, а значит попрете всех своих врагов. И сможете переступить через их грязные делишки и идти дальше по своей дороге жизни. И добиваться исключительных результатов во всех сферах. Здесь мечи, это могут быть сферы, что касается ментальное зло, может быть на вас направлено, а также зло направлено на
интеллектуальную собственность, вашу собственность, желание своровать у вас какую-то интеллектуальную идею и предложить вам невыгодные контракты. Люди хотят усилить свою позицию благодаря вашей энергии. Вам советуется не поддаваться, не прогибаться ни под каких врагов. Прекрасные советы. Движемся дальше. Пятница. Итак, мы здесь видим карта «Дьявол» вышла на пятницу, и она говорит, что вы молодец, вы попрали дьявола. Эта карта говорит, что те люди, которые вам мешали жить, они нездоровые, и Боженька их уже обидел умом, то есть дал им такую первую обратку, самую страшную, потому что если нет ума, нет жизни. И карта «Дьявол» говорит, что дьявол теперь будет наказан. Ваша позиция в мире усиливается, потому что вы победили дьявола самого. Это может быть даже личностный дьявол, например, вредная еда, алкоголь у вас или у кого-то из ваших родных. Здесь вышли две карты, хоть я и одну взяла, хотела взять. Одна карта Луна, другая карта шестерка Пентаклей. В пятницу вы получите много прибыли. А также карта Луна говорит, что в пятницу откроется что-то, чего раньше не было видно. Карта Луна противостоит карте Дьявол. Именно карта Луна говорит, что наступает период полного удовлетворения ваших желаний, потому что Луна в гороскопе всегда символизирует удовлетворение желаний, как физических желаний, например, еда, так и ментальных, эмоциональных желаний. Это также карта влюбленности, чувственности, это время влюбленности, высокой энергетики, чувственности, доверие между вами и вашим партнером, или вот-вот встреча партнера, влюбленность. Это карта высоких чувств. Идеальная картина между любимыми. Это какая-то великолепная история вашей любви между вами и вашим партнером, человеком, которого вы уже любите или вот-вот встретите. А также Луна – это таланты из прошлых жизней, так что ваши профессиональные интересы приведут вас к достатку, шестерка Пентаклей. У вас будет столько средств, что вы даже сможете или откладывать, или заниматься где-то благотворительностью, кому-то помогать, детям помогать, своим внукам и так далее. Ваша личная деятельность и деятельность вашего партнера будет высоко оценена высшими силами, потому что вы делаете много добра и вам хорошо заплатят. Люди заметят вашу продукцию и оценят ее очень высоко. Личная жизнь здесь на первом плане. И личная жизнь, которая будет очень успешная, поскольку будут деньги, чтобы делать красивый быт. Здесь вы сможете окунуться в домашние заботы в пятницу. И победоносный день вы победили самого дьявола, понимаете? Домашние заботы тоже увенчаются успехом. А также аннулируются любые враги, как я уже здесь говорила, рассказывала много об этом. В общем, это такая победная, победоносная неделя. Интимная жизнь выходит на первый план в пятницу. Интимная жизнь. Может быть, открылся ряд обстоятельств в четверг, неблагоприятных обстоятельств, связанных с врагами. И когда враги открыты, то между вами и вашим любимым человеком есть доверие. Раньше не было доверия, потому что враги, оговорили или вас, или его, опустили какой-то ложный слух, сплетню, и теперь все придет к балансу. Вы прекрасно будете выглядеть, карта Луна, вы будете в своем в этом самом красивом аллюре, или как сказать, очень красивая внешность, одежда. Обратите внимание на такую женственную, красивую одежду. И также я здесь вижу, что деловые, если встреча деловая у кого-то есть, в пятницу она увенчается успехом, заключите контракт или получите оплату, высокую оплату, больше, чем даже рассчитывали. Деловая сфера здесь в шестерке Пентаклей освещается в пятницу, и у вас будут деньги. Деньги также какие-то интимные, приятные вещи, потому что Луна об этом. Высокая профессиональная репутация ваша здесь по Луне и шестерке Пентаклей. Все знают, что вы платежноспособный человек, который может заработать.
Ваши деловые качества выходят на первый план. Именно вот в этой комбинации из 3 карт. Вы избегаете каких-то проблем, потому что дьявола покрыли эти 2 карты, вы избегаете проблем. А также вы как бы связываете вместе то, что раньше не могли связать, интегрируете или синтезируете, что ли, да? Вы синтезируете свою личную жизнь и свою профессиональную деятельность. И то, и другое вам приносит удовольствие, и то, и другое вам в кайфе приятно. Вы не теряете силы в работе, а наоборот, творческий процесс вас обогащает, и вам еще интереснее и больше энергии, когда работаете, появляется больше энергии. Те ошибки, которые вы могли допустить, но избежали благодаря этому раскладу в четверг, вот эти, я уже разговаривала об этом, да, те ошибки, они были связаны с другими людьми. И вы благодаря этому раскладу сумеете избежать в четверг ошибок. Поэтому пятница у вас заряжена чувством победы, удовольствия, успеха. Очень хороший день. Теперь посмотрим на субботу. Это 4 меча. А в субботу, может быть, какой-то человек не совсем благоприятный позвонит, придет или пригласит вас где-то в торговый центр. Смотрите, не тратьте зря деньги, потому что те деньги, которые вы долго откладывали, могут их забрать продавцы, которые хотят что-то продать. Будьте внимательны в субботу. А также старайтесь избегать негативного мышления в субботу. 4 меча говорит, что вы можете вспомнить человека именно в субботу. Может, вы одни будете где-то, какая-то встреча не состоится. И вы можете вспомнить человека, который вам сделал больно или не пришел на встречу, обещал. Да? А карта колесница говорит, что вы можете случайно, лбом к лбу, как говорят, да, встретить человека, который вам ранее принес довольно неприятные моменты, и у вас осадок остался в сердце. И когда, на самом деле, в субботу, это такой день, когда человек восстанавливает энергию, и вам захочется отдохнуть, где-то, может быть, прогуляться, вдруг неприятная встреча может произойти. Не думайте, что это знаменосная встреча, нет. Это вам показано просто Вселенной, чего вам не нужно больше в жизни. И вы скажете, как хорошо, что этого человека больше нет в моей жизни. Вот и все. Ваше финансовое положение довольно высокое, поэтому когда у человека высокое финансовое положение, всегда вот такие силы, которые хотят что-то продать, они активируются. Если вы пойдете где-то в торговый центр, как я говорю, подумайте 4 раза, 4 меча, прежде чем покупать. Не торопитесь. Колесница – это карта торопливости. Это вам предостережение, вот и все. А также карта колесницы говорит спортивный день. Лучше провести его в каких-то движениях, где-то прогуляться быстрым шагом, какие-то, может, другие упражнения сделать. И больше быть активным в субботу, чем отдыхать. На самом деле. Вы здесь обеспечены очень сильной поддержкой Луны и Солнца. Карта колесницы намекает на карту Солнца, но вместе с Луной. Так что это активный день. Тот день, когда вы сумеете избежать каких-то трудностей. И когда вам что-то предлагают, вы спросите конкретно, или же лучше сделайте сами какое-то исследование этого продукта конкретно. Не поддавайтесь никогда тому, что вам рассказывают о каком-то продукте. Сделайте конкретно свое исследование. И вы получите самую полную картину, вам нужно это или нет. А карта колесницы говорит, что ваши желания в любом случае будут реализованы, и они не обязательно касаются покупок. В этот день желательно избегать покупок. Благоприятный день для движения, прогулок, но не очень благоприятный для покупок. Могут быть разногласия с кем-то по 4 меча. И вам покажется на первый взгляд, что эти разногласия затрудняют вашу жизнь. Но на самом деле, наоборот, когда вы видите разногласия, вы понимаете больше реальность и входите в состояние покоя и благодушного такое состояние. Но нужно помнить, что день будет очень быстрый, очень активный. И когда такой быстрый, активный день, мысли очень быстро идут одна за другой.
Позволять им идти и не цепляться за них, потому что некоторые мысли могут быть вредоносные по 4 меча. Могут направлять вас на такое чувство, что там чего-то у вас недостаточно и так далее. Вот. Особенно в прошлые переживания, такие своеобразные дежавю. Вот эта карта. Могут вас мысли в дежавю такие отправлять. И вспомните этот расклад и не бойтесь. Мысли нельзя бояться. Мысли — это не действия. Они пришли и ушли. Их просто не нужно цеплять. Но будет желание в субботу цепляться за мысли по 4 меча. Поэтому есть карта Колесница, которая говорит, что не нужно цепляться ни за что. Просто двигаться дальше и все. День будет быстро проходить. Такая энергия быстрая. Пару моментов могут быть не очень приятные, но в общем день неплохой. В целом успешный должен быть, потому что Колесница говорит, что вы чего-то добьетесь. Может, какие-то дела по дому сделаете, там ремонт или же уборку генеральную. Единственное предупреждение – не слушать неконструктивные мысли, а только важные вещи замечать. Иногда так бывает, что на поверхности есть что-то неважное, незначительное, что запугивает, кажется большим, но большим не является по 4 меча. А глубоко есть какие-то особенные такие дела, которые на самом деле судьбоносные, радостные, возвратят вас к самому себе, откроют вам истинное положение дел. И это по карте Колесница вам откроется в субботу обязательно. Такое предупреждение. Смотрим на воскресенье. В воскресенье выходит 20-й аркан Суд. Очень классная карта, еще и старший аркан. Как вы заметили, в этом раскладе очень много старших арканов, поэтому неделя будет очень интересная. Вы продвинетесь по жизненной дороге, вы избавитесь от какого-то негатива, вы научитесь взаимодействовать с собой и с другими. И это очень успешная неделя. Тем более, что она венчается старшим арканом Суд, и это карта Возрождения. Воскресенье такой день, когда у вас возродится энергия. Вы поймете, в чем ваши деловые интересы, в чем ваши отношения любовные, как этого достичь. Вы как-то поймете и прочувствуете себя полностью. Откроется какая-то ваша личностная привлекательность, харизма. Может вы вот подумаете наедине с собой, уединитесь, как вам возродить силы, как вам может возродить какой-то свой талант, какое-то свое дело, которое вы, может, запустили, например, там какую-то практику делали каждый день или придерживались какого-то плана, а потом как-то съехали с него. Здесь вы вернетесь к какой-то правильной практике ежедневной. И такой день очарования, да, карта Суд — это возрождение, очарование жизнью, день отдыха и защиты от Архангела Михаила, потому что Архангел Михаил курирует карту Суд. Может быть, к вам позвонит друг, приятный человек, домашняя обстановка будет очень гармоничной, уравновешенные отношения между вами и вашими близкими, удовлетворительное положение ваше. Какая-то, может, даже близость будет, возрождение каких-то чувств, любви. Очень хорошая карта. Давайте возьмем еще дополнительную. Карта Шут, еще один старший аркан. Шут — это прекрасная карта на конец недели, потому что обнуление, и у вас есть силы начинать новую неделю, которая будет очень успешная тоже. Это ваша личность, которая свежая, легкая на подъем. Это день, может быть, прогулки какие-то, да, на воздухе. Отношения с близкими, вот вы увидите новую грань в людях, люди заметят вашу новую грань по карте Шут. Вашу легкость, с вами будет приятно взаимодействовать, и вам будет с людьми приятно взаимодействовать. Это также карта собственной внутренней свободы. И вот эти психотравмы, которые были, они полностью уйдут. Это также достижение победы, потому что Суд — это достижение победы. Может, в профессии или в семье какие-то победы. Что-то свершится то, чего вы давно ждали. А также по карте Шут вы можете строить планы на дальнейшую жизнь, потому что у вас будет свежее восприятие действительности и прекрасное настроение.
Очень хорошая карта. Если раньше, может, был какой-то застой, особенно я вижу вот в четверг, то сильное движение в воскресенье, обновление энергии, движение вперед. Вам удастся в воскресенье сделать то, что вы давно хотели и никак не собирались, вот, потому что эти обе карты поднимают вас и активно включают в жизнь. Вот именно вот эти две карты – это активное включение в жизнь. И все сложится таким образом, что вы будете довольны, абсолютно довольны. Очень хорошие карты. А какая-то поддержка от близких, потому что карта суд называется здесь карма. Это обнуление кармы, это когда между вами нет никаких недоговоренностей, и намного счастливее становятся отношения ваши, как в семье, так и на работе. Здесь также суд дает вам материальную обеспеченность. Как я уже сказала, может быть, в субботу вы займетесь обустройством своего дома, а в воскресенье вот с удовольствием будете смотреть на свое жилище. И будете себя чувствовать в выгодном материальном положении. Здесь карма, эта карта, говорит, очень выгодное материальное положение. Если, может быть, был конфликт, вот здесь, да, вы его избежали, потому что послушали расклад и прислушались к советам карт, то вы будете очень довольны результатом к выходным, особенно в воскресенье. Также я здесь вижу, что ваш домашний очаг обновляется, потому что это обновление. Может, у кого-то будут планы переехать куда-то, вы будете строить планы. Во всяком случае, планы будут очень приятные, радужные. Вы точно будете чувствовать, что все, что вы запланировали, будет легко воплотить в жизнь, потому что у вас и помощники есть, и деньги. И вы сами имеете план. А также благоприятное отношение к вам других людей. Я вижу здесь вот по карте особенно суд. Возрождение отношений, кто-то позвонит, вернее, извините, кто с кем давно не общались, и будет очень приятно вам. Все и родственники, и какие-то друзья, вот с ними какой-то мир, какая-то гармония, баланс, я здесь четко считываю. Теперь, если я весь расклад так просмотрю, активная, интересная неделя, яркая, много советов дано. И я вижу, что вы здесь идете по своей дороге, и все у вас случается как нужно. Так что очень благоприятный расклад. Сейчас, если есть желание, поучаствуйте при сборе расклада. Скажу, что всех моих слушателей очень люблю. И со мной общаться, надеюсь, вам так же приятно, как и мне с вами. У меня есть курсы Таро, кому нужно, обращайтесь ко мне на сайт, пожалуйста. И приходите на мои расклады, прошлые, будущие, везде, обязательно. Получите для себя нужные вам подсказки. Побеседуйте с лучшим другом в моем лице. Расслабите свой мозг. Посмотрите на свое будущее как на поле вероятностей. И самые лучшие события будут происходить в вашей жизни. У меня много других раскладов на разные темы. Чтобы найти мои расклады, нужно зайти на канал. А, кстати, в описании каждого видео есть переходы на мои другие каналы. Люблю всех моих друзей, вам и вашим близким. Счастья, мира и добра. До новых встреч, друзья!